На внутреннем периметре Бахмута отмечено продвижение вагнеровцев на северном фланге. Им удалось с ранее занятой улицы Кошевого продвинуться до улицы Матросова в частном секторе. И теперь бои идут ближе к улице освободителей Донбасса. Очевидно, что штурм в частном секторе намного проще, чем в кварталах южнее, которые плотно застроены крупными зданиями. Там бои идут вдоль улицы Чайковского, что мы рассматривали в вчерашнем выпуске. Изменения за сутки незначительные. Удержание улицы Чайковского является приоритетной задачей ВСУ, и вместе с флангами внешнего периметра города резервы направляются на удержание дороги 00506 поселка Хромово, села Ивановского и этой улицы. Ситуация позволяет отступать на остальных секторах. Однако, если вагнеровцам удастся пройти по частному сектору на севере до окраины города и приблизиться к Хромово отсюда, гарнизону придется покинуть город из-за угрозы окружения. В целом, ситуация для ВСУ критическая, так как любой прорыв в указанных точках крайне опасен. На северском участке, который смежен с Бахмутским, тяжелые бои продолжаются у Золотаревки. Российским войскам удалось немного оттеснить противника в лесном массиве на западе города. Однако с севера и юга этого сделать не удается. Тем самым оборона этого села продолжается в тяжелых условиях. На Сватовском направлении ВСУ удалось продвинуться к Червонопоповке. Были взяты лесные массивы на западных подступах села. Здесь, как и у Площанки, продолжаются тяжелые бои. Украинские войска после нескольких месяцев обороны перешли к активным действиям и возобновили попытки выйти на важнейшую артерию Т-1303, которые рвались осенью прошлого года. Но российским войскам удалось тогда удержать фронтовую линию вдоль этой дороги и затем, после усиления, перейти в контрнаступление по всей линии соприкосновения от госграницы до Кременной, потеснив противника на небольшие расстояния везде. Однако зимнее контрнаступление РФ не принесло ожидаемых результатов, пробиться к Купянску и Лиману не удалось. Теперь ВСУ, в свою очередь, погасив наступательный порыв противника, снова пытается достичь оперативной цели на этом направлении. Далеко на юге, на Донецком направлении, российским войскам удалось потеснить противника в окрестностях Невельского. На данный момент самые тяжелые бои проходят здесь, и это направление стало приоритетным вследствие достигнутых успехов. Российское командование осознало бесперспективность наступления на южном фланге Авдеевки по линии Опытное-Водяное, где состоялся переход к пассивной обороне и сдвиг фронта ближе к этим селам. Потому ударные резервы направляются на штурм Невельского, в ущерб южного фланга Авдеевки. В Угледаре ВСУ пытается обойти с флангов группировку противника в Павловке и Никольском. За последний период отмечена активизация не только в направлении Шевченко, но и Владимировки. Здесь, как помнит наш зритель, оперативной целью ВСУ является выход на железную дорогу, которая идет от Донецка к Волновахе и снабжает всю Запорожскую и Херсонскую группировку РФ. Так как в некоторых точках до этой крайне важной железной дороги ВСУ надо пройти около 8 километров, несомненно, что удары оперативного уровня будут наноситься здесь или ближе к Новомихайловке, где до железной дороги около 6 километров. На других участках изменений не отмечено. Выпуск подошел к концу. До свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Для лучшего понимания ситуации на фронте перейдите по ссылкам в описании.